Добрый день, уважаемые слушатели моего астрологического канала. Сегодняшний общий обзор посвящен тенденциям звездной канцелярии на 2024 год и основные моменты 2024 года. Начнем с Плутона. Транзит Плутона будет протекать с 30 градуса Козерога в 2024 году по 3 градус Водолея. В 2024 году ожидаем окончательную ингрессию Плутона в Водолей на 20 лет. Что это? Это глобальные изменения в обществе, в социуме и окончательное наступление эпохи Водолея. Будет переход на новый коллективный уровень, либо прогресс, либо деградация. Плутон либо поднимет, либо опустит и сделает из нас групповых игроков, заставит это сделать. На какие основные аспекты Плутона транзитного необходимо обратить внимание? Первое – это соединение Марса с Плутоном, которая будет протекать с 7 февраля 2024 года по 21 февраля 2024 года и закладывает новый двухлетний цикл в первом градусе Водолея. Марс и Плутон – это две военные планеты, две планеты силы, власти и борьбы. Это цикл, новый виток для каждого из нас борьбы и своего рода таких личных военных операций. Это силовой цикл. Но он с такой социальной подоплекой, потому что закладывается он в том же градусе, где в 2020 году соединялся Юпитер с Сатурном. Очень активный, конфликтный цикл. В нем будет достаточно много дури и экстрима. Это цикл личной власти над группами. Или воля коллективов нас подчинит. И мы будем как бы ведомы под властью масс. Данный аспект даст новый толчок или новый виток для проявления смелости, выносливости, умения держать удар или быть пораженным. Проверит наши возможности нести перегрузки или приведет к полному бессилию в действиях под влиянием внешних обстоятельств. Очень травматичный цикл. И очень важно эту энергию этого аспекта направить в работу, в учебу, в бизнес, в выносливость. Попытаться уйти от разрушающей силы данного аспекта. Кроме того, обращаем внимание на фазы этого цикла, на аспекты, которые будут помимо соединения. Это будет еще оппозиция Марса и Плутона с 21 октября по 23 ноября 2024 года. Квадратура с 10 июня по 12 июня 2024 года и тригон с 20 июля по 23 июля. Сам цикл очень силовой и крайне важен для нас, поэтому обращаем внимание на все аспекты. В 2024 году Плутон будет делать еще с одной планетой важный для нас аспект с Юпитером. Это будет тригон. Данный аспект бывает 2 раза в 12 лет. Будет этот аспект с 14 мая по 23 июня. Это фаза цикла Юпитера и Плутона. И данный аспект – это аспект социальных трансформаций на коллективном уровне. Изменения, которые будут носить массовый характер. Чему благоприятствует? Изменения в международном плане, которые могут протекать относительно мягко. Также он будет способствовать трансформации политических укладов и режимов на коллективном уровне. И ежегодная петля ретроградная Плутона, которая в этом году будет со 2 мая 2024 года по 12 октября 2024 года. И начнется петля в Водолее в 3 градусе, а закончится в 30 градусе Козерога. Ближе к событиям подробнее рассмотрим каждое из них. Видео про Плутон в Козероге, в Водолее, по домам и с аспектами есть на сайте, ссылка под видео, и вы можете уже примерно прикинуть, что это для вас означает. На 2024 год. Следующая планета Уран. Транзит Урана в 2024 году будет протекать с 20 по 28 градус, по-прежнему в Тельце. Что нам дает Уран? Закладывает новый цикл с Юпитером. Соединение Урана и Юпитера – это важный социально-экономический цикл, цикл обновлений в обществе, длительный цикл на 12 лет, перемен в международных отношениях, изменений и разрушений политических укладов. И, соответственно, ближе к событиям мы рассмотрим их более подробно. Соединение Урана с Юпитером будет протекать с 3 марта 2024 по 5 июня 2024 года в 22 градусе Тельца. Ежегодная петля ретро-Урана начнется с 1 сентября 2024 года по 30 января 2025 года с 28 градуса Тельца по 24 градус Тельца. Видео про Уран в Тельце и его ретро-фазу можно найти на сайте. Ссылка под видео.
и ознакомиться с тем, что ожидает уже на 24 год по Урану у нас. Следующая планета – это Нептун. Ее транзит в 24 году протекает с 26 по 30 градус в Рыбах. Что несет нам Нептун? Закладку цикла двухлетнего. Марс в соединении с Нептуном в Рыбах, который происходит один раз в 2 года, в 29 градусе Рыб. Цикл, который может нести хаос, упадок сил, увиливание от действий. Это тоже военный цикл, как и цикл Марса с Плутоном. Личный военный цикл для каждого из нас. Но под влиянием коллективного эмоционального фактора, под влиянием какой-то коллективной внушаемости. То есть наши действия внушаемы под влиянием коллектива и настроения людей. Или это цикл вдохновения и подъема и нового витка в творчестве. Все зависит от карты каждого человека. Цикл религиозного воина. Ближе к событию, естественно, мы разберем его. Кроме того, цикл начинается в последних градусах и имеет такую уже заранее заложенную инертность. Соединение Марса с Нептуном начнется с 22 апреля 24 по 6 мая 24 года в 29 градусе. Ежегодная петля Нептуна ретро. В этом году она со 2 июля 24 по 8 декабря 24 года начнется в 30 градусе Рыб и закончится в 28 градусе Рыб. Видео про Нептун в Рыбах и его ретро-фазу найдете на сайте под видео. И ознакомитесь с тем, что ожидает вас в 2024 году по Нептуну. Что еще необходимо добавить по высшим планетам на 2024 год? Значит, на небе продолжает формироваться и становится более точным в 2024 году бисекстиль из 3 высших планет на вершине с Нептуном. Бисекстиль формироваться начал еще в 2023 году, и влияние бисекстиля продлится по 2029 год. В 2024 году бисекстиль приобретет более точные аспекты. Последний раз такая конфигурация на небе была в 1942-1943 году, Вторая мировая война. Это очень важная и значимая конфигурация. Она несет с собой изменения на коллективном уровне, связана с переменами, с инновациями, с революционными какими-то идеями преобразований, с реорганизацией в глобальном масштабе, реорганизацией политических строев и власти. Сама конфигурация, она позитивна, но сказать, что конфигурация из 3 высших планет будет исключительно позитивной, нельзя, так как сами планеты, они уже каждая по себе в отдельности несет в себе кризис и неизбежность. И эти планеты на мелочи не размениваются. Можно точно утверждать, что перемены, которые будут связаны с этим бисекстилем или несутся им, будут устойчиво неизбежны. И, возможно, не настолько тяжелы, так как будут, скажем так, незаметно приводить к результату временами. То есть мы поймем, что случилось что-то, оказалось уже совершенно в других реалиях, и нас никто спрашивать не будет. Подробнее ближе к событию опишем. Следующая планета Сатурн. По-прежнему ее транзит в 2024 году в Рыбах. Транзит будет протекать с 4 по 20 градус. По Сатурну нам будет, наверное, более интересна квадратура его с Юпитером. Квадратура будет с 20 июля 24 по 2 октября 24 и с 10 ноября 24 по 25 году закончится. Квадрат Юпитера и Сатурна – это фаза 2 социальных планет. Он для нас всегда важен. Что преподнесет? Преподнесет социальные уроки и проверит на зрелость, наши социальные ориентиры и цели. Поэтому отслеживаем этот цикл и все его фазы. Ближе к событию разберем отдельно. Ежегодная ретро-петля Сатурна будет с 29 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года. Видео про Сатурн в Рыбах и его транзиты по домам и аспекты найдете на сайте. Ссылка под видео. И сможете предварительно ознакомиться с тем, что ожидает вас в 2024 году по Сатурну. Следующая планета Юпитер. Юпитер в 2024 году будет делать ингрессию в Близнецы, то есть он покинет знак Тельца. Ингрессия будет 26 мая 2024 года. И эта ингрессия позволит или даст возможность приумножить, расширить контакты в социуме, знания расширить, увеличиться поездки и расширить круг общения. На фоне ингрессии Юпитер будет соединяться с Венерой. Это закладка годичного цикла Юпитера и Венеры. Хороший очень аспект. Аспект чрезмерных наших желаний. Соединение будет в 30 градусе Тельца.
в последнем градусе, то есть достаточно инертное соединение. И будет оно 23 мая 2024 года. Цикл Юпитера и Венеры – это цикл для расширения желаний наших, чувств, для улучшения и расширения настроения, любви. И о перспективах возможного улучшения или расширения отношений в социуме. И какие возможности он может нам приумножить финансовые. Ближе к событию мы разберем и ингрессию, и, соответственно, цикл Юпитера с Венерой соединения. Ежегодная петля Юпитера в этом году будет с 9.10.24 и закончится 4 февраля 2025 года в Близнецах. Все подробности про Юпитер ближе к событиям. Марс. Что несет нам Марс в 2024 году? Он будет менять 8 знаков, то есть ингрессии 8 знаков протекать. На экране вы видите даты этих ингрессий. И в конце года он начнет свою ретроградную петлю. Ретроградная петля Марса начнется 7 декабря 2024 года в 7 градусе Льва и закончится 24 февраля 2025 года в 18 градусе Рака. Все подробности про Марс ближе к событиям. Венера. Венера в 2024 году не будет делать свою ретроградную петлю. На экране вы видите даты ингрессий Венеры в знаке. Меркурий. Меркурий начнет год завершением своей петли, которую он начнет 13 декабря 2023 года и закончит 2 января 2024 года. Петля Меркурия о долгосрочной перспективе каких-то простых вещей и о преломлении всего через призму социальных оценок. Следующая петля Меркурия в 2024 году будет со 2 апреля 2024 по 25 апреля 2024 года. Будет она в Овне с 28 градуса по 16 градус Овна. О чем она? Эта петля будет придавать, не только петля, вообще транзит Меркурия по Овну придает силе нашему слову. Мы становимся такими спорщиками, смелость у нас словесная приобретается, отстаиваем свое мнение. Конфликтность и вспыльчивость, желание прогнуть под себя, язык острый, конфликтность и травматичность. Следующая петля Меркурия начнется 5 августа 2024 года в 5 градусе Дев и закончится 28 августа 2024 года в 22 градусе Льва, то есть двухзнаковая петля. О чем она? Пересмотр от дешевого к дорогому, от прагматичности к напору, от скромности к сцену и желание блистать словом, от критичности к смелости в высказываниях. И еще одна петля ретро-Меркурия с 26 ноября 2024 года, 23 градус Скорпиона, и по 15 декабря 2024 года, 7 градус Скорпиона. Здесь пробуждаются или пересматриваются, или начинаем использовать манипуляционные наши функции словесные, магнетизм словесный, внушаемость, недоверчивость пробуждается и такое сильное чувствование того, что человек не договаривает. Все подробности о петлях ретро-Меркурия ближе к событиям. Затмение 2024 года протекает на оси Овен-Весы со смещением в Рыбы. Первое затмение 2024 года – это 25 марта 2024 года, 6 градус Весов, полутеневое лунное затмение. Следующее затмение 8 апреля 2024 года в 20 градусе Овна, полное солнечное затмение. 18 сентября 2024 года в 26 градусе Рыб, частное лунное затмение. И последнее затмение в году 2 октября 2024 года в 11 градусе Весов, кольцевое солнечное затмение. Все подробности о затмениях ближе к событиям. Узлы транзитные остаются на оси Овен-Весы. Транзитная Лилит, вы видите на экране даты ее ингрессий, выполнит ингрессии в 3 знака. Весы, Скорпион, Стрелец. Новолуние и полнолуние на экране, которые будут в 2024 году. Это были основные тенденции 2024 года. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. На этом все.